Через 7 месяцев после того, как этот 8-летний ребенок пропал без вести, турист обнаружил в пустыне останки скелета. Это сентябрьский день в Аризоне, и юная Вики Лин Хоскинсон впервые выходит из дома одна. Но когда она не возвращается, ее сестра отправляется на ее поиски, находя только велосипед Вики, брошенный на обочине. И вот 7 месяцев спустя путешественник в пустыне натыкается на нечто тревожащее. Вики родилась 2 февраля 1976 года и жила со своей семьей во Флауинг-Уэллс на окраине Тусона, штат Аризона. Ее мать Дебби была работницей пищевой промышленности, в то время как ее отчим Джордж работал в компании по розливу. Вместе они делили дом с дочерью Джорджа Кэрри и старшей сестрой Вики Стефани. Завершал хлопотное домашнее хозяйство маленький сын Брайана, Дебби и Джорджа. Дебби была строгой матерью, она никогда не отпускала детей гулять одних. На самом деле, она использовала систему Бадди, чтобы обеспечить постоянное наблюдение за ними. Затем, 17 сентября 1984 года, она решила избавиться от этой привычки и предоставить 8-летней Вики некоторую независимость. В тот день Вики училась в начальной школе Гомера Дэвиса в Тусоне. Вернувшись домой, она попросила у матери разрешения съездить на велосипеде к ближайшему почтовому ящику. Очевидно, Вики хотела отправить своей тете поздравительную открытку на день рождения. В то время Флауинг-Уэллс считался безопасным районом, и Дебби, следовательно, согласилась на просьбу своей дочери. Однако, к сожалению, Вики так и не вернулась. После того, как прошло более четверти часа без каких-либо признаков девочки, Дебби отправила 11-летнюю Стефани на ее поиски. Но когда Стефани вернулась, у нее были тревожные новости. Хотя она не нашла свою младшую сестру, она обнаружила верный розовый велосипед Вики, брошенный всего в нескольких кварталах от их дома. После такого развития событий Дебби, не теряя времени, обратилась в департамент шерифа округа Пима. Вскоре этим делом занялся детектив Гэри Демерос, и был создан командный центр для координации поисков пропавшей девочки. Поскольку семья Вики использовала освещение в средствах массовой информации, чтобы попросить о помощи в поиске девочки, по всей округе были распространены листовки с просьбой предоставить информацию. Вскоре несколько человек сообщили, что в день исчезновения они видели темный автомобиль, за рулем которого находился неизвестный мужчина, недалеко от школы Вики. Очевидно, школьный спортивный тренер Сэм Холл заметил неопознанного мужчину ранее в тот же день. Холл, как сообщается, наблюдал за некоторыми учениками, когда его встревожил человек, о котором идет речь, который, по словам Холла, странно жестикулировал и испытывал трудности с управлением своим транспортным средством. Обеспокоенный, Холл записал номерной знак машины мужчины, и когда он услышал, что Вики исчезла, он передал эту информацию полиции. Любопытно, что Холл был не единственным, кто сообщил о том, что заметил мужчину, странно ведущего себя возле школы. По-видимому, молодая девушка видела, как незнакомец делал грубые жесты, в то время как другой свидетель наблюдал, как автомобиль темного цвета врезался в телефонный столб. И это было еще не все. По-видимому, другие свидетели утверждали, что вскоре после этого они заметили ту же темную машину, на этот раз с ребенком внутри. Впоследствии следователи отследили номерной знак и обнаружили, что он был зарегистрирован на человека по имени Фрэнк Джарвис Этвуд. Проводя расследование в отношении Этвуда, полиция вскоре обнаружила, что ранее ему предъявлялись обвинения в похищении людей и растлении малолетних. На самом деле, однажды он напал на маленького мальчика на велосипеде и надругался над ним, преступление, имеющее жуткие отголоски исчезновения Вики. В то время Этвуд находился в Калифорнии на условно-досрочном освобождении.
Желая поближе познакомиться с Этвудом, следователи посетили адрес, по которому был зарегистрирован его автомобиль. Оказалось, что это дом родителей Этвуда, однако 28-летнего парня не было дома. Но вскоре после этого он позвонил своим маме и папе, попросив денег на починку машины, и пара сдала его полиции. С помощью его родителей ФБР смогло выследить Этвуда в Керрвилле, техасском городе, расположенном более чем в 800 милях к востоку от Флауинг-Уэллс. 20 сентября 1984 года молодой человек был задержан вместе со своим сообщником Джеймсом Макдональдом. Затем начался допрос, и вскоре Этвуд признался, что был в Аризоне, когда исчезла Вики. По словам Этвуда, 17 сентября он временно жил в парке недалеко от дома Вики. Затем, около 3 часов дня, он пошел купить немного наркотиков. Он утверждал, что вернулся в парк примерно через 2 часа. Однако о чем он не стал рассказывать полиции, так это о том, что произошло между ними. По словам Макдональда, Этвуд поссорился и впоследствии покинул парк. Когда Этвуд вернулся, его одежда и руки якобы были перепачканы кровью. Когда его спросили о его внешности, Этвуд сказал своему коллеге, что он ударил ножом наркоторговца во время драки. Вскоре следователи наткнулись еще на 2 человек, чьи истории навели подозрения на Этвуда. Очевидно, Этвуд пробыл в трейлере недолго. Примечательно, что они также сообщили, что у него были пятна крови на руках и одежде и что он утверждал, что ранил наркоторговца во время ссоры. Хотя показания были изобличающими, полиции все еще требовались вещественные доказательства, чтобы связать Этвуда с исчезновением Вики. В конце концов, эксперты смогли определить, что краска на бампере автомобиля Этвуда была того же цвета, что и велосипед Вики. Кроме того, они обнаружили, что на велосипеде присутствовали кусочки никеля от бампера. Эксперты также обнаружили поврежденный почтовый ящик недалеко от того места, где был найден велосипед Вики. Очевидно, высота удара соответствовала высоте автомобиля Этвуда. Имея в виду эти улики, следователи выдвинули теорию, что Этвуд на малой скорости врезался в велосипед девушки. Наконец, 27 сентября он был арестован по подозрению в похищении человека. Однако многие вопросы о том, что случилось с Вики в тот роковой день, остаются без ответа. Затем, 12 апреля 1985 года, турист в пустыне неподалеку от Тусона наткнулся на маленький череп. Хотя следователи смогли определить, что он принадлежал Вике, остальные ее останки были потревожены животными, что означало, что причина ее смерти не могла быть установлена.